Для изучения этого трюка рекомендую взять ручку с резинкой. Благодаря этому трюк будет намного легче и приятнее исполняться. Первый этап изучения. Возьмите ручку за ее конец указательным и большим пальцами, так как показано на видео. При этом остальные пальцы согнуты. Это и будет начальной позицией выполнения данного трюка. Второй этап изучения. Чтобы задать ручке инерцию, сделайте легкий взмах кистью вперед, чтобы ручка опустилась вниз. Важно, чтобы пальцы были расслабленными. Ручка должна легко маневрировать между пальцев. Третий этап изучения. Учимся ловить ручку в слот 1-2. Когда ручка находится в нижней позиции, нужно приподнять средний палец и немного убрать большой. Так ручка попадет в слот 1-2. Четвертый этап изучения. Когда вы поймали ручку в слот 1-2, немного поверните руку влево. После этого натренируйте плавный переход между этими тремя движениями. Пятый этап изучения. Задаем инерцию ручки кистью. Когда ручка находится в слоте 1-2, а рука повернута влево, нужно сделать небольшой взмах рукой влево и в то же время немного согнуть средний и указательный пальцы. Благодаря этому ручка попадет в исходное положение выполнения трюка. Уделите этому движению некоторое время. И последний этап изучения – это выполнение всех этапов подряд. Для этого сделайте каждый этап один за другим, сначала с небольшими паузами между ними. И каждый раз пытайтесь сделать паузу между ними все меньше и меньше, пока трюк не будет выглядеть плавно и красиво. С практикой вы этому научитесь. Удачи в изучении!